заехали на заправку и будем заправлять нашу ласточку красненькую. Только не знаю, сколько она влезет. Наверное, может максимум 2 литра. Ну да, 2 литра где-то на 195 рупий. Подъехали мы в начало пляжа Кавеласим. Это даже может не начало пляжа, это территория, наверное, какого-то отеля. Нам Мапс просто показал такую дорогу. Ну да, мы решили показать весь пляж. Заехали вот как он начинается. Здесь был проезд, остановка байков тоже была. Но сейчас я покажу, смотрите, ребята. Здесь вот от отеля идут какие-то приготовления. Может, будет какая-то церемония. Вот слышу, кастрюльками гремят. Там, получается, с левой стороны у нас кухня. Там вот не посмотрел название, какого отеля мы свернули. Но я точно могу знать, что в Кавеласиме после полиции первый поворот направо. Потому что мы случайно заехали в полицию. И вот мы проходим. Видим проход пляжа. Да, не ошибся, кухня. И сразу вот такой открывается нам вид на пляж. Снимаем сразу в кроксах. Ребята, я, кстати, в кроксах. Тоже такая удобная обувь. Но удобно ходить по городу, по Индии. По песку неудобно, потому что набивается песок. Так что имейте в виду. Но на байке, на скутере удобно. Вообще классно. Мы... О, посмотрите, это на что наш котик похож. Опять, как это, страусиный нос. У Кати просто обгорает нос, поэтому мы как уже предохраняемся. Не знаю, что мне делать. Ну, вот жарко, солнце, но... Чем его уже... Не, понимаешь, если бы мы не были, мы, считай, на солнце находимся 8 часов. Вот мы ездим, нет, так снимаем. Я понимаю, так ты посмотри это... уже, мы уже здесь очень долгое время. Красным таким покрывается, понимаете? У меня бордовый такое чувство, что я здесь 2-3 месяца пила. И спала на пляже, да? Да. Ну, реально. А знаете, как он болит? Это вообще это. А вчера еще подгорели, у меня и рот щипет. У меня щеки все щипят. Так, что мы? Мы на пляже. Смотрим начало пляжа Кавеласим. Песок, слышите? Слышите, ребята, насколько мелкий песочек, насколько он скрипит. Песок намного мельче, чем у нас. Такое ощущение, что как будто он сюда привозной. Посмотри, насколько, ни одной это. Нет. И обратите внимание, начало пляжа, вон там дальше, с правой стороны, уже водоросли не убирали, а здесь уборка уже прошла. Уборка прошла. Здесь, конечно, посмотрите, наших соотечественников очень много. Достаточно. Конечно, приставучие эти ребята, которые, я понимаю, что у них бизнес, надо созвать как побольше туристов, накормить. Но тоже надо как бы в пределах. Но, ну, мне кажется, что они завышают цены, конечно, в шейке. Тут получается, пошел, хотел пойти рыбу половить, зашел кусочек хлеба у них купить, 20 рупий. Целая буханка, в которой стоит 35. Там, по-моему, около 30 кусочков. Ну, представляете, насколько они? 30 кусочков на 20, 600 рупий, буханка хлеба, это 600 раз завышена цена. Ну, это, конечно... На каком пляже находимся? Кавеласим. Кавеласим. Да. Начало пляжа Кавеласим. Мы еще поедем туда подальше. Ну, такой пляж более-менее оживленный. Посмотрите, ребята, развлечения. Есть на парашюте можно полетать. Надо сейчас, мы если увидим, уточним цену, сколько будет по стоимости. Но тоже вижу такой негативчик, рыбацкие лодки. Я как бы уже так к рыбацким лодкам, хоть я и люблю и рыбу половить, и с ними пообщаться, но
когда вдоль пляжа, где реально очень много туристов, рыбацкие лодки, то там, соответственно, мусор. Как видели на наших пляжах, в пляже Колва, это вот, можно сказать, из всех тех пляжей, то там осталось, по-моему, 3 или 4 пляжа посетить, но из всех пляжей Южного Гоа самый такой негативный — это пляж Колва. Не в плане негативный, ну, во-первых, там очень грязно, очень грязно. Ну и 80-90% там туристы из Индии. Они, как правило, не купаются, столпотворением стоят возле моря. И как бы, ну, если что, спуститесь по ссылочке внизу и посмотрите наш обзорчик пляжа Колвы. Так, и здесь вот, видите, отлив, море отступило. Посмотрите, сколько голов торчит из воды. В основном наши соотечественники. Так что в Кавиласиме здесь много отелей. В основном прилетают по путевкам. И напомню, мы зашли в самое начало пляжа Кавиласим. Сейчас еще немножко вот прогуляемся до конца этих шейков. Ну, а потом мы проедем дальше на основной пляж, потому что мы хотим посмотреть, где нам остановиться и искупнуться. Ну, здесь вход в море, посмотрите, тоже шикарный. Хочу. Тут можно идти, наверное, по колено через... Ой, я уже очень сильно хочу. Очень жарко, очень жарко. Ну, давай, может, прокатимся, тот посмотрим, и чтобы уже потом уже остановиться. Потому что здесь, я смотрю, очень чисто. А то, если мы покупаемся, травы этой нету, нас нету. разморит и не захотим ехать дальше. Но пляж убирается, посмотрите, чистая уборка. Все шикарно. Ну и шезлонги как бы заполнены, в основном туристов полно. Ну и видим, что и О, индусов, боже мой, и... посмотри, как они висят. в смысле? Посмотри. Видишь? О, блин, это страшно. Да, они вдвоем. Сейчас, если кого-нибудь встретим из этих, уточним цену. 1500. 1500 рупий покататься на... прокатиться на... Спроси-ка, сколько минут? А что дорого? А тайм? Большой круг. Большой круг? А, большой круг, это получается, вот они недавно отсюда взлетели, туда ушли, и до начала, вот откуда мы шли. Ну, это, наверное, минут 10-15, да? Это большой круг, все уже. А, это уже все? Да, это 2 минуты и все. Вот они только взлетели, Да, и уже все. и уже садятся, и получается 1500 за человека, если вдвоем это 3000. 3000 это получается по $40, где-то 35, 38 долларов за двоих. Ну они только вот залетели. Ну да, это 2-3 минуты. Страшно. Катя немножко боится на этих штуках летать, да? Не, ну я бы рискнул бы. Стрёмно. Боишься? Не, ну страшного-то ничего нету, ты же в море упадешь. А Ну ты и плавать смотри, умеешь. сколько их обслуживают. Спасательный жилет у тебя. Ой, так они просто прицепляют вон одними этими вот штуками. А, это получается, ты летишь не один, а с инструктором, как бы, Да. который управляет. Так что не только вы, получается, не просто одни летите, а инструктор с вами то же самое летит. Все понятно. 1500 рупий на двоих, 3000. Стоимость за двоих в долларах это где-то около 38 долларов. Так что такие вот развлечения. Здесь развлечения не только, я смотрю, и таблетка есть. Пойдем, пожалуйста, в воду зайдем. Хорошо, Катя хочет освежиться. Так, ну вот, мы прогулялись по началу пляжа Кавиласим. Здесь он начинается напротив город, деревушка Кавиласим. Вон там дальше продолжение. Это все идет пляж. И там дальше тоже есть шейки. Сейчас мы туда с вами направимся. Пойдем, я тебя прокачу на скутере. Если 2000, ты... 2000. Сейчас спросим. 2000 How much? Free. 10 minutes, this is minute, 3000. 10 минут 3000. Это one человек, one.
А, 2? Мгм. Вдвоем 10 минут, это 3000. То же самое получается, как и на парашюте. Ну, почти 40 долларов за двоих. Здесь 10 минут. Ну, по-моему, раньше, по-моему, я дешевле ездил. Я, по-моему... А, нет, так и есть. 20 долларов мы отдавали, но покатался я больше, чем 10 минут. Я, наверное, минут 20, а то и Все, полчаса. что связано с риском, я сразу говорю категорически. Так, Не так. хватает байка. Да, такое вот начало пляжа Кавеласим. Вот эти шейки. Потом идут промежуток без шейков. Ну и в конце там тоже есть шейки. Сейчас мы туда прокатимся и покажем еще продолжение пляжа Кавеласим. И там мы, конечно, остановимся и искупаемся. А то Катя уже больше не может. Прибыли мы на следующую нашу точку. А наша точка называется как? Кавеласим. Пляж Кавеласим. Припарковались мы вот в таких вот джунглях. Кстати, перед пляжем торговые ряды есть. И посмотрите, палатка раз, палатка 2, палатка 3. В общем, вы для себя здесь найдете любую вещицу. Сумочки, украшения, вещи, очки, полотенца. В общем, все. И жду своего туриста. Очень жарко у нас, ребята. Ой-ой-ой. И мы сейчас пойдем с вами в море. Также вот фрукты продают перед пляжем. Опять созывалы. Что-то они меня уже за сегодняшний день немножко поддостали. Я понимаю, что работать надо. Так, что мы здесь видим? Слева, справа. Бляха, песок горячий. Как этот песок нагретый афганским солнцем под 60. Очень песок горячий. Даже в этих просыпается сквозь дырочки. Очень не жгет. Так, шейки видим, туда уже не пойдем. С этой стороны 2, с этой стороны 2. Там чуть-чуть вот подальше есть тоже один шейк. Видим туристов. Видим туристов. И видно, что недавно приехавшие, потому что все беленькие, беленькие, беленькие. Самое страшное, конечно, но время загорать. Но время, наверное, около обеда. Самый пик солнца с 12 до 3. И поэтому, друзья, если вы только приехали, пока у вас тело не привыкло к солнцу, лежите под зонтиком дня 3, как минимум. Потому что будете гореть. И если вы сгорите конкретно, то на несколько дней вы испортите себе отдых. Смотрим пляж. Тоже пляж чистый, чистый. Реально чистый, потому что видно, убирается. Что здесь классно, потому что здесь множество людей. Ну, людей это Шейки потому что есть. Кавеласим такая большая деревушка. Можно назвать даже поселком. И мы проезжали очень много отелей. В основном это туристы по путевкам. И из-за того, что близость к самому городу, здесь вообще метров 300 получается до самого Кавеласима. Не, ну До вообще центра здорово, максимум здорово. 500. И получается отели в основном там находятся. И поэтому сюда вот и туристы в основном и приезжают. Ну, ребятки, нам этот пляж, в общем, понравился. Кавеласим, находится он на Южном Гоа. Так что, ребятки, мы немножко прервемся, потому что мы пойдем купаться. Да, потому что очень жарко. Видите, какой заход моря. С детьми здорово, детей тоже много, я вижу. Сейчас мы где-нибудь найдем место, куда мы пойдем. Налево, направо, где мы остановимся. Или прямо здесь бросим. Прямо здесь. Вода просто блаженство. Да, искупнулись, дай-ка стану против солнца. Знаете, такое ощущение, что в воде прямо даже жарко было. Вот реально. Да. Особенно возле берега. Я туда дальше сплавал, там хоть немножко прохладнее. А возле берега А когда это сюда вообще... еще выходили, то это вообще, я не знаю, сколько она здесь градусов, но она очень теплая, очень. Прогрелось сегодня. Сегодня очень жарко. Так что вот такой вот пляж, друзья. Ну классно. Кавеласим. Ну, этот заслуживает по 5-бальной
системе пятерку. И будем выдвигаться домой, чтобы завтра вас встретить с новыми приключениями, с новыми пляжами Южного Гоа. Всё. Самое главное не заблудиться. Да. Ну, на то и они и путешествия, чтобы поблудить по Индии. А оно даже заблудиться и то интересно. По проселочной дороге куда-нибудь поезжаешь, в какие-нибудь такие, где не ступала нога туриста, там даже очень неинтересно. Ну интересно, улочки такие узкие-узкие, что там невозможно Там разъехаться разъехаться даже невозможно. скутеру вдвоем. Ну, короче, нам интересно, и Да. Гоа нам нравится. Да, ну и будем, наверное, заканчивать. Давай закончим наше сегодняшнее видео на этом хорошем пляже, прекрасном пляже Кави Ласим, который мы вам рекомендуем. Так Ну, что- от вас, ребята, лайк, колокольчик и подписка. Ну и до новых встреч. Все, пока-пока. Пока.